Выходи, рыжий. Выходи. Красавец, стой, подожди. Стой, подожди. Подожди, стой, стой, стой. Стой. Ну как тебе место, Рамс? Прикольное, да? Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Друзья, прекрасное утро, и я приехала на рыбалочку вот на такое вот красивое озеро. У меня вот такая вот тут супер поляна, на которой я собираюсь раскладываться. Нужно успеть установить палатку, потому что может начаться дождь. На этот раз решила не мучить вас своими разборками, просто покажу вам, как обустроила поляну. Вот такая вот она довольно-таки широкая. Здесь стоит моя палатка, в которой я буду ночевать. Как видите, она с баллоном, потому что ночью может быть холодно и нужен обогрев. Еда, наживка. Фидер Concept Distance для того, чтобы побросать диппер. Водичка, всякие снасти, причиндалы. Здесь у меня, типа кухонная утварь. Это сковорода, кружечка для подогрева чая. Здесь у меня сковорода из диска бараны. Еще не разобран подсак. Есть садочек, если будет рыбка какая-нибудь хорошая, которую можно будет забрать. Здесь у меня кострище вот так вот будет. Здесь посадила оператора. Здесь буду сидеть сама в такой красоте. А вот туда дальше закормлю для того, чтобы, если что, половить на удочку. И палаточка. В палатке вот как-то так. Варится каша, замешаю 3 пачки корма, крупный лещ спорт 1, лещ спорт сладкий 2 и лещ спорт черный 3. Добавлю немножко зеленого печива, у меня тут остаточки, и на этот раз замешаюсь на сиропе РС крупная рыба. 500 мл баночка, дозировка 500-200 мл на 1 килограмм прикормки. Пахнет сладким, корицей, бисквитом. Прикольный запах. Хоть что-то пахнет, а? Сдалека увидела там какой-то шалаш. Сейчас пойду посмотрим. Главное, чтобы там не было медведя. Здесь же кто-то был. Прикол, да? Смотрите. Видите, ребят? Собирала хвороста для того, чтобы начинать палить костер. Костер хочу, чтобы был постоянно, чтобы можно было, если что, приготовить покушать, может быть, разогреть кофе, чайку. Уже готово. Я ее выключила. И пускай остынет. Может, наберет влаги еще чуть-чуть. Так, что за морда здесь наглая рыжая, а? Нашла точку на довольно дальней дистанции. Сейчас хочу заклипсоваться под резинку. Там мне что-то какие-то комментарии мужчинки отписывали, что типа, мол, ты так забрасываешь и оборвешь клипсу. Алло, уважаемые, если вы внимательно смотрели видео, то вы видели, что я клипсуюсь под резинку. Какую клипсу я оборву, какую плетенку? О чем вообще идет речь? Вы вообще разбираетесь?
Они так просто решили поучить, почувствовали, что кто-то ловит лучше вас, и решили мне тут комментарии подписывать. Монтаж у меня патерностер, который был связан еще в прошлый раз. Кормушка вот такая вот дюза 45 грамм, поводок 0,12 какой-то там флагман или как называется. Потом, если надо будет, покажу, если покажет сегодня себя эффективно. Не будет рваться, не будет путаться, не будет закручиваться, и вообще мне понравится. И вот такой вот маленький омнеровский крючок, который называется Чинта 12 номера. Все, пойду проверять свою прикормку. Как она там? Может быть, ее нужно увлажнить еще раз, потому что она прошла только одно увлажнение. Так. Посмотрим. Надо еще раз увлажнять, Рамс, да? Начнешь здесь темповать, возможно, сразу станет плотва. Сейчас попробуем, может, там вдали какая-нибудь рыбка и ходит, какая-нибудь одинокая одиночка возьмет. 3-5 минут подержу и посмотрим. Первая поклевочка произошла буквально минуты через 3-4. Идет какая-то рыбка небольшая на 3 мотылей. Была такая аккуратненькая подсядочка. Сейчас посмотрим, кто там такой у нас аккуратный. О, совсем меленькая. Смотрите, какая малышка. С такой дистанции, обалдеть. Сейчас сделаю 5 забросов кормушкой с кормом. Проверю, что будет клевать без животного компонента, а потом плавненько начну добавлять в корм животный компонент. У меня есть кормовой мотыль и опарыш белый с красным. Буду нарезать их. Смотрите, кто уже приплыл. Густерушка. Какая красавица, а? О, поклевка была такая, подтяжка уверенная. Я думала, ну лещ. Нет. А вот и первый подлещик приплыл, причем клюнул он на червя с опарышем. На червя, представляете? Опа! Такой вот красавчик. На червя, да еще и вон в шахту заглотил. Обалдеть. Пока больше всего поклевок от плотвички. Попался один подлещик и одна густера. Добавляла в прикормку замешанную я пшеную кашу. И теперь сделала нарезного мотыля. Получилась вот такая вот чача, которую я вот так вот выливаю в кормежку. И для того, чтобы рыбка в этом во всем копалась, перемешиваю эту чачу вот так вот с кормом. И буду забивать в кормушку, ё-моё. Массаж. Собакам надо делать массаж, расслаблять их мышцы. Только что, ребят,
был клещ. Один на собаке сидел. Ну, не впился, а только начинал ползти. Маленький совсем. Так что обязательно надо следить и за собой, и за собакой. А я думала, здесь не будет. Сидим на берегу. Откуда он здесь брался? Ну что, ребят, я решила сменить дистанцию. Я подумала, нафига мне тягать эту мелочь с дальника, если она везде есть. И вот ушла на ближнюю дистанцию. Нашла там другую бровку, еще одну очередную. Смотрите, у меня обильно в корме сейчас. Мотыль кормовой, у меня есть опарыш в нем, у меня в нем есть пшеночка. Все, что-то поклевывает, красивая поклевка была. Очень красивая поклевка была, такие подтяжки. Я думала, будет реализована рыбка, но рыбка не реализовалась. Солнышко, неужели мы сможем с вами нормально сегодня посидеть хотя бы? Глубина там, ребят, блин, ошалелая какая-то, реально. Большая глубина, я поэтому вообще не парюсь по этому поводу, что я типа близко подступила. Хорошая точка. Когда я нашла первую точку вдали, я уперлась как бы в такую стенку, у меня начало тяжело тянуться. Для того, чтобы найти сейчас вторую точку, я вытянула по вот этому вот тяжело тянущемуся. Потом пошла такая как ровная поверхность с бугорками, но там нормально тянулся. А потом опять уперлась в бровочку. Все. Вот там я и закомплексовалась. Единственное, что обязательно вот надо отступать от бровочки, для того, чтобы в момент подсечки, если она вдруг очень резкая, чтобы не обрывался крючок или не терялась рыба. Но это, вот это не я. Красиво. Оп. Я думаю, что должен идти подлещик, я надеюсь. Да, ребятки, думаю, да. Думаю, это должен быть он. Да. Оп, красавец какой. Оп. Так, ребятки, похоже что-то на подлещика. Сейчас посмотрим. Но я надеюсь. Ну, у меня очень длинный поводок, поэтому абсолютно непонятно, что это такое. Кормушка такая с перьями довольно тяжелая. Ой, подлещичек, ребятки, есть. Вот он, смотрите, красавец. Вот он, красавец. Опа. Опач. Опа. О, такой вот. И взял он на довольно интересную комбинацию из 3 опарышей и мотыля. Только я чувствовала, что на падении мою наживку стала трогать плотва и решила не подсекать. Ну, естественно, она же не засеклась. Крючок у меня большой, и я подождала, и вот, пожалуйста, он клюнул. Сейчас покажу, как я надела опарышей с мотылями. Крючок у меня довольно большой, колмик. Такой вот. На него я надеваю 3 опарыша. Делаю вот так. Следующего надеваю так. И последнего тоже так. Дальше. Ну, можно любого мотыля. Я пользуюсь и кормовым, и этим. Когда крючки острые, он и кормового нормально насаживает. Так. Так. Максимальное количество.
нашла рыбку и сразу прям показала, что не смогла ее оторвать. Скорее всего, одна. Но сейчас уже более или менее вот идет нормально. Наверное, будет подлещичек. Ну, небольшой прям такой, но должен быть более или менее нормальный. Вон где-то там прячется. Ой, красота. Ой, красота. Красота моя. Это чуть-чуть побольше, чем предыдущий. Жду до победного, пока вот точно не затрясется удилище. И вот такая вот рыбка очередная. Ой, чуть не упала. Ого, это что за пируэт был? Пируэт. И, ребятки, опарыша с мотылем. Ну, мотыля, конечно, сразу объедает. Ну, пофиг. А вдруг это как-то привлекает внимание рыбу, запах какой-то определенно дает. Я ж не знаю. Поклевка, ребят, была хорошая. Что именно идет, я сказать не могу. Рыба точно меньше предыдущей. Вот. Ну, похоже, если не выпрыгивает, да, скорее всего, подлещик. Сейчас, ребятки, увидим. О, есть, да. Да. Красавец какой, смотрите. Ой, ой-ой-ой-ой, какой красивый пупсик к нам пришел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой красавец, а, посмотрите, толстенький. К нам пожаловал. Ну, красота. Снова идет, наверное, такой средний паршивый, хорошенький. Сейчас. Поклевка как у плотвы, ребят. Еле заметная просто. Трк. Так, я его что-то не вижу. Очень длинный поводок, я не понимаю, где рыба и какого она размера. Все, я его вижу. Отлично. Вот такой красавец. Идет подлещичек. Вижу, вон он. Ух. Давай сюда, малыш, мой хороший. Ой, мой хороший. Опа. Вот, друзья, Powerbank Calypso предназначен для зарядки Calypso, а я вот использую для зарядки своих батареек GoPro. У меня получается всего 4 штуки, одна сейчас в GoPro и 3 вот в таком вот блоке сразу одновременно заряжаются. А здесь горят индикаторы зарядки.
Уже поклевочка. Очередной загиб во время подсечки. И я думаю, что идет очередной подлещик. Смотри, он там прячется. Давай, выходи, дружище. Там надо на тебя посмотреть. Ой-ой-ой. 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 Ой, вон он прямо из глубины вышел. Красавец. А мне много не надо. Зачем мне 50 килограмм подлещика? Мне надо всего лишь 30, как и всем. Друзья, смотрите, какая красота получилась. Все овощи. Абсолютно целая. Картошка, перчик, тефтелька. Сейчас попробую тефтельку. Тефтельку можно вот так вот макать вот в этот вот соус вкусный. Просто божественно, если вы там кушаете. Всем приятного тоже аппетита. Если не кушаете, идите со мной кушать. Мой желудок будет доволен. Хорошенький. Ой, ребят, хорошенький. Надеюсь, вытяну. Хорошенький идет. Такая затяжная была пауза. Прям давит немножко здесь, знаете, так кормушечку пытается прижать вот тут вот ближе к бровке. Кто не клюет, тот не красавец. Все, сразу говорю, 100%. Оп. Вон уже здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Ух ты. Хороший. Смотрите, какой. Ай-яй-яй-яй, красавец. Красавец. Прям золотистенький. Почти когда-нибудь будет. О, ребят. Ну, красавец же. Ну, красавец. Вообще приятный. Рамсик, смотри, какая рыбка. Покушал? Вот какая рыбка, да? Скажи, хорошая рыбка. Мы ее в садочек. Оп. Сидела, не перезабрасывала, ничего. Оно дырк. Сейчас посмотрим. Вот, мне кажется, подлещик. Я просто сразу не вытягивала. Сразу вытягиваешь, висит плотва. Сейчас посмотрим, будет ли подлещик. А вот это уже, ребят, подлещик. На самом деле различить их поклевки довольно-таки тяжело, потому что клюют сегодня очень похоже. Вон он, красавец такой вот. Видите? Но это подлещик. А до этого клевал, о, я уверена, плотва. На эту же наживку, на этом же забросе. Вышли прогуляться по лесу, потому что собака не ходит в туалет на поляне, где мы отдыхаем. И его нужно выгуливать, даже когда мы на природе. Вот такая вот собака. Вот так вот. Сзади меня поляна. Палатка. Костер. Дровишки. Есть, ребятки. Вечерняя рыбка. Взял на голову опарыша, ребят, 6 штук. Что это было? Везел как странно. Запутано было вокруг камушка. Ну ты братец сильный, конечно. О, красавец. Красавец вечерний. Как я рада, ребята. Слушайте, хорошо, что я не уехала. У меня даже уже мысли сегодня посещали. Свалить с этого места.
Доброе утро, раннее, друзья. Ну, точнее, уже не раннее, потому что встала я в 6 часов утра, а не с рассветом. Сразу начала перезабрасывать фидер, и на точку, естественно, сразу же стала плотва. Следующее, что сделали, это развели костер, чтобы было тепленько, и чтобы потом приготовить себе покушать. Ну, что я могу вам сказать? Ветер довольно холодный. Вроде сегодня солнечно, практически нету ни одного облачка. Я надеюсь, что будет хорошая погода. Посмотрим, что получится поймать. Вот оно клюет, клюет, клюет. Да, вау, хороший, хороший. Смотрите, какой хороший. С коротким поводочком поставила. И пучок опарыша большой. И очень хороший. Мне кажется, это очень хороший. Опа! На пучок опарыша. Красавец какой. Дырк. Ребят, снова поклевочка. Клюет, очень похоже на плотвичку. Оп. Сейчас посмотрим. Плотвичка, 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 а потом может подойти, подлезть. Да, ребятки, еще одна плотвичка. Вот такая вот красивая. Маленькая плоточка. Если бы не было бы запрета, мы бы поставили бы ее на живцовку и попробовали поймать местного хищника. Но так как сейчас запреты можно ловить только на одну удочку, мы будем продолжать ловить на свой любимый фидер. Попробуем, чтобы отсечь плотву, надеть больше опарыша. Продолжаю надевать мотыля кормового, не кормового, а насадочного. Плотва, 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 и снова плотва, и снова плотва. Что не наживляю, все время плотва. Ну ё-моё. Хорошенькая. Пятки идет под ночью, я уверена. Сейчас. Стоял, касается от красного опара. Взял на пучок именно свежего, вот как я говорю все время, красного опарыша с белым.
Так, я надеюсь, что это будет рыба. И какая, мне уже не важно. Самое главное, это поймать перед отъездом. Ребята, это подлещик. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ты мой красавец. Снова на красного опарыша с белым. Смотрите, какой красавец. Ух ты! Немножко удалось таки настрелять, ребятки. Ё-моё, смотрите. Не густо, да и не пусто. А многое не надо. В прошлый раз 13 килограмм рыбы было. Нафига она, эта рыба? Не знала, куда девать. Вот такой вот у меня небольшой улов. Видно, что подлещики, лещик то ли не рестят, то ли уже отнерестили. Почему? Потому что все шершавенькие. Отличный отдых получился. Очень много было плотвы, которой здесь в садке нет, потому что я решила вкладывать в садок только подлещика. Были еще окуни. Ну, а вы, если вам нравятся такие видео, если вы любите отдыхать на природе, если вы любите рыбалку на спиннинг, на фидер, на закидушки летом, зимой, осенью и весной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!